Друзья, все вы знаете, когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе почему-то случился невероятный подъем культуры, искусства, в том числе изобразительного искусства. И в это время творил, в числе прочих, теперь уже очень известный чешский живописец Альфонс Муха. Он в основном рисовал театральные афиши, был театральным художником. Считается, что его главной музой была Сара Бернар великая, самая известная актриса из всех времен. Так вот, по мотивам картин того самого Альфонса Мухи сделали карты. Они так и называются – Таро Муха. Карты очень женские. Мы будем на этих картах вам делать предсказания, пророчества о судьбе на июль 2022 года. Карты женские. Вообще Муху вдохновляли именно женские образы. Героиня почти каждой его картины – это женщина. Молодая, красивая, здоровая, нарядная и очень довольная жизнью. И иллюстрации на этих картах тоже воспевают женскую красоту, спокойствие, женскую мудрость, может быть, плодовитость, фертильность, достаток, щедрость, в общем, то, что должно быть всегда у женщины с большой буквы. Вот они, я вам представляю. Для меня это новые карты, хотя я уверена, что вы их где-то могли видеть. Это популярная колода. Почему женская? Здесь больше, чем обычно женских образов. Так, например, вместо дурака здесь дура, ну или дурочка. Вместо мага магиня или фея, как нам привычнее, вместо дьявола дьяволица, ну и так далее. В общем, вы поняли. Кстати, заметьте, как из-за этого меняется значение, смысл слова, правда? Дьявол и дьяволица – это все-таки для нас достаточно разные вещи. В целом же про июль я вам всем про любой июль расскажу. Почему, не спрашивайте, не хочу вас перегружать обилием терминов астрологических, но с астрологической точки зрения любой июль. 4 позиции есть. Первое – это время интуиции, это время, когда нужно слушать интуицию и менее доверять логике. Второе – июль. Везучий месяц, представьте, везучий. Это время, когда стоит рассчитывать на удачу, то есть пускаться в какие-то рискованные мероприятия, предприятия, потому что удача есть. Третье. В июле не стоит заниматься делами, которые вам не нравятся, которые вам не по душе. Мы все имеем несколько такую размытую и непостоянную волю, нет постоянно включенного волевого момента в июле. Поэтому делайте то, к чему у вас лежит душа. Заставить себя через «не могу» или через «не хочу» все равно не получится. Все подобные начинания, которые требуют концентрации волевой, лучше перенесите на другое время, там, не знаю, ну хотя бы на август, хотя про август отдельный будет разговор. И четвертое. Июль – это ни в коем случае не время войны. Затевать какие-то сложные выяснения отношений, судебные процессы, раздел имущества в июле не нужно, категорически не показано, потому что, скорее всего, войны эти будут бессмысленны. В июле звезды так стоят на небе, мы не умеем рационально, разумно и экологично конфликтовать так, чтобы действительно что-то свое унести, что-то полезное для себя из этой войны вынести. Пусть июль будет мирным для вас. Я вам вот так вот дистанционно, заочно и заранее, мы не видели для вас карты, но желаю счастливого, везучего, теплого июля. Чудесное летнее гадание для красивого льва. Первые 3 карты про работу расскажут вам, что вас ждет на работе, в ваших взрослых делах, в вашем бизнесе, возможно. Ну что ж, замечательное начало, дорогие львы. Это рыцарь пентаклей. Крупная денежная карта. Обещает вам от работы
не что иное прибыли. А как же вы хотели? Если вы ждете что-то другое, возможно, оно тоже будет. Но деньги достаются вам с гарантией. Это премия, это хорошие заработки, прибыли от бизнеса, это зарплата, которую повышают, это новая зарплата на новой работе, которая тоже может оказаться приличной, такой большой. Рыцари все это подвижные карты. Поэтому вас ждут новости, перемены в вашем финансовом статусе, в работе, в ваших заработках. Карта это очень перспективная. Посмотрите, вот этот вот герой на иллюстрации, ну явно доволен, правда? И устремляется к каким-то новым вершинам. Хорошо заработаете и узнаете, что можете еще больше заработать. Вот так. Дальше. Снова денежная карта. Это императрица, старший аркан. Императрица обозначает изобилие всего, любых ресурсов. Ну, в первую очередь, наверное, люди за деньгами на работу ходят, поэтому вспомним про них. Это снова хорошие заработки, это снова, знаете, такой покой, ощущение, что вы на своем месте, что вам все удается, что вы совсем везде состоялись. И помимо денег, другие ресурсы. Это хорошо выполненная работа, изумительные отношения с начальством и коллегами, довольство собой, в конце концов, какой-то апофеоз самореализации. Это счастье, это щедрость, это возможность, кстати, помогать другим на работе, например, коллегам, которые хуже справляются, или в бизнесе каким-то партнерам вашим. Но в основном, да, карта это денежная, говорит, что вы очень хорошо поработаете и заработаете. Она очень успокаивает всех, кто переживает сейчас, кто нервничает, сомневается, например, продолжится ли работа, продолжит ли компания работу, не грозит ли увольнение. Вот императрица говорит, что развеивает ваши страхи, говорит, что уверенность в себе и в будущем, в своем профессиональном, в июле придет какая-то, знаете, особенная, небывалая. Для поисков работы тоже прекрасная карта. То есть вы можете оказаться максимально на своем месте, на работе мечты, там, где ждали только вас или именно вас. И десятка мечей немножко нам меняет обстановку, немножко меняет картину, но, впрочем, не сильно, да. Видите, иллюстрация не самая оптимистичная здесь. Действительно, десятка мечей – это карта кризиса, карта разных кризисных окончаний. И по ней определенный этап вашей профессиональной деятельности или в вашем бизнесе действительно приходит к какому-то нелогическому, но все-таки завершению. То есть карта говорит, что как-то срочно, спешно, может быть, неестественно на первый взгляд, некоторые планы ваши отменятся, и некоторые планы ваши не воплотятся. Но я думаю, что в таком сильном, позитивном окружении десятка мечей скорее обещает ли вам конец черной полосы и наступление ясности вот как раз в профессиональных, денежных, финансовых вопросах. То есть эта карта может усиливать, потенцировать положительное значение вот этих вот двух предыдущих. То есть кончается что? Кончается время, когда вы не зарабатывали, например. Кончается время, когда вы сомневались, засчитают ли вам испытательный срок. Поэтому в итоге эти перемены, безусловно, к лучшему. Хотя вот этот вот переходный момент, переходный момент бывает всегда очень болезненным. Я хочу немножко пояснить. Многие, мне кажется, не совсем понимают, что здесь изображено на карте. Да? Кажется, что здесь один человек режет другого. Нет, на самом деле это один и тот же человек. Вот этот вот жертва, и вот этот вот, это он и есть. Ну, то есть вы, поскольку гадаем мы вам. И вы сами у себя
вытаскиваете вот эти вот мечи, и сами как бы из себя вытаскиваете эти мечи, и одновременно пытаясь себя спасти и понимая, что вы на самом деле живы. А вот эта жертва, тот, кого пронзили обстоятельства, это что-то другое, это какая-то уже неживая, какая-то отжившая ваша часть. А вы вот он целый и невредимый идете к новым каким-то вершинам. То есть вот карта вот такая. Это вы же, это и это тоже два человека. То есть, вот понимаете, смысл десятки мечей при всей простоте ее значения, да, ну вроде кризис и кризис, конец и конец, а он все-таки очень глубоко оптимистичный. Она говорит, что карта говорит, что на работе, в бизнесе, в профессии вам придется местами точечно как-то сильно пострадать, чтобы выйти к лучшему. Вот так вот. Дальше деньги. Ваша жизнь финансовая. Колесо фортуны. Старший аркан, да, 10-й. То есть это самая счастливая карта в колоде Таро. Колесо фортуны говорит о том, что в вашей жизни денежно, финансовое все очень поменяется. Поменяется для большинства к лучшему, но еще бы, да, если денежную работу вы находите или ваш бизнес вдруг с новой силой начинает работать. Карта колесо фортуны советует лишь одно: не слишком вмешиваться в ход событий. Это в июле будет уместно вам очень-очень полагаться на судьбу, на выбор ангелов над вашей головой, на выбор других людей. И вот знаете это ощущение, когда вы как будто бы плывете по волнам судьбы или созерцаете, как сторонний наблюдатель, созерцаете все, что вокруг вас происходит, и не особо вмешиваетесь. Десятка. Колесо фортуны говорит, что и не получится сильно что-то поменять, поэтому если у вас есть жесткие планы, допустим, там какой-то распорядок, сделать это со своими деньгами, вот это как раз не получится. Судьба что-то для вас другое придумала, несомненно лучшее, главное только этому поверить. Далее, десятка пентаклей, опять же, одна из самых крупных денежных карт в колоде Таро. Посмотрите, судьба вас одарит. Десятка пентаклей – это часто деньги коллективные, семейные, это деньги фирмы, деньги компании. Она описывает коллективный успех. То есть здесь хорошо зарабатываете не только вы, но и ваши коллеги, весь ваш отдел получает какую-то премию. А также это, возможно, семья. Речь идет о наследстве или о крупном каком-то подарке, о каких-то инвестициях в вас со стороны родственников. Просто жизнь. Июль одаривает львов деньгами. Вот так вот. Ну и третья карта здесь. Справедливость. Но тоже эта карта очень хорошая. На тонком уровне она обозначает, что наконец-то судьба окажется к вам справедливой, благосклонной и отмерит всего сполна. Отмерит денег. А на более бытовом каком-то уровне справедливость – это документы, это оформление каких-то договоров, подписание договоров, да, оформление каких-то сделок, немножко документарные или правовые юридические хлопоты. Вы знаете, оформление наследства всегда сопровождается же, да, какими-то бумагами, какими-то документами. И оформление той же самой дарственной на бабушкину квартиру – это тоже документы. А справедливость советует вам радоваться, деньги принимать, деньги сохранять. И все-таки очень серьезно, ответственно к этой истории относиться. То есть чувственных, эмоциональных карт здесь нет. Мы не предполагаем для вас, скажем, какую-то разнузданную свободу в тратах. Нет, скорее всего, знаете, деньги по десятке пентаклей – это такая цельная сумма. Это какое-то прям неделимое имущество. Кто знает, что это такое, да? То есть это не
Но это не просто больше, да, чуть побольше доход, вы там больше юбок себе сможете накупить. Нет. Здесь как раз карта советует к деньгам с жадностью отнестись, средства эти саккумулировать. Кстати, вполне рекомендована крупная покупка, потому что это будет инвестиция, это будет вложение, покупка дома, может быть, ну, чего-то такого. Но в любом случае прогноз великолепный. То есть один из лучших, какой только может быть на день. Потому что здесь есть и везение, и какая-то административная поддержка. Теперь любовь. 3 карты. Про любовь вам начинает рассказывать карта Иерофант, которая вообще-то, сама эта карта, и этот персонаж, первосвященник, не про любовь. Ну, насколько папа римский далек от любви? Ну, где он и где любовь? Ну, разве что любовь к Господу. А про многое говорит эта карта, хотя считается в вопросах любви неуместной, далеко не лучшей. Она описывает платоническую любовь, чью-то к вам или вашу к кому-то. Она говорит, что скорее вместо любовных свиданий и признаний вас ждут мысли, размышления, может быть, угрызение совести на тему каких-то прошлых отношений. Вас ждут разговоры, тоже неувеселительные, с определенным человеком. Скорее всего, это ваш романтический герой, но легкостью здесь и не пахнет, потому что придется решать, на какой стороне вы, принимать решения сложные, спорные, по совести, продолжать отношения или нет, разводиться с мужем или нет, соглашаться на первое свидание с каким-то новым знакомым или нет. То есть вот этот первосвященник – это, безусловно, духовное лицо, духовный человек, который замер в таком, знаете, священном экстазе. И по этой карте часто влюбленные, например, в паре или даже супруги друг друга обвиняют, прям клеймят. То есть это какая-то такая внутрисемейная, внутривидородовая инквизиция даже получается. Это учеба, это поучение. Вы можете встретить нового человека, познакомиться и начать роман с человеком, который окажется для вас более учителем, более каким-то образчиком, может быть, для поведения. Это будет человек, с которым вы будете свою жизнь мерить. Но это все хорошо, и дай Бог, я вам всем желаю встречать побольше таких людей на жизненном пути. Но к роману, к объятиям и признаниям, а эта карта отношений вообще не имеет. А, кстати, иногда буквально до смешного проигрывается. Это роман с по-настоящему учителем. То есть первосвященник – это учитель. Вы можете влюбиться в вашего преподавателя в университете, например, или на курсах испанского, или фитнес-инструктор. Он же тоже учитель для вас вот на тот час, когда он вас там инструктирует. Вот. Дальше. 3 мечей, разбитое сердце. Вот здесь вот вообще, мне кажется, художники слишком далеко не идут, не фантазируют. Везде, в любой колоде изображают на 3 мечей разбитое сердце. Сердце, пронзенное 3 мечами. Это тяжелая, эмоционально тяжелая карта, которая объективно, событийно ничего не описывает. Вот представьте, ничего. Я здесь не могу вам сказать, встреча это или расставание, измена или наоборот проявление верности. Никаких событий. 3 мечей описывает только ваши эмоции. Во-первых, плохие, а во-вторых, очень лишние, такие ненужные. Вы будете ревновать или плакать, будете сожалеть или к чему-то стремиться, но с большим-большим опозданием. То есть сердце-то ваше разбитое, и мы понимаем и сочувствуем, но есть и одно «но». Разбилось оно как-то неприлично давно у вас, а вы почему-то до сих пор об этом думаете, почему-то вы опять задаете вопросы. 3 мечей часто в быту – это некое хождение по кругу в любовных вопросах. Знаете, по кругу. С ней появляется вместе человек, который, да, разбил вам сердце, который вас бросил, например, даже обидел как-то, изменил или предпочел другую. И вы
вроде бы, естественно, его вычеркнули, да не вычеркнули, и тут снова о нем вспоминаете, снова идете на него гадать, снова ждете, что он позвонит и что, чтобы что, извиниться или как-то компенсировать вам моральный вред. Это хождение по кругу, не очень карта, так себе. Но знаете, не может же быть везде хорошо. У вас работа и с деньгами как чудненько складывается, а в любви что-то такое уже более грустное, да? И третья карта про любовь. Шут, нулевой аркан. Если в обычных картах она называется дурак, то здесь женщина изображена, значит, дура, ну или дурочка. В самом плохом, в самом таком вот прям, знаете, ну, совсем плохом проявлении карта предупреждает, вы можете сделать какую-то большую глупость в любви, большую. Но я не против, я считаю, что любовь только из глупости и состоит. И тот не любил, кто не делал глупостей на этой почве. Вот. А нулевой аркан, это нулевой километр, это точка отсчета. То есть что-то начинается прям вот абсолютно с абсолютного нуля для вас в вашей личной жизни. Это могут быть новые отношения, это могут быть перемены, связанные с вами или вашей жизнью, например, дальняя дорога с целью встретить любовь. Просто дальняя дорога, поездка к новому знакомому, например, из какого-то сайта в интернете. Чуточка безумия, чуточка безрассудства, немножко упрямства, потому что вы никого не слушаете, идете как будто бы поперек чужого мнения. А вот эта вот дурочка здесь, это, знаете, такая дева на выдане, которой вот мама говорила за этого кузнеца замуж не ходить, а она все равно пошла. Это девушка, которая сбегает в объятия мерзавца, несмотря на уговоры друзей. Вот. Но опять же, не скажу, что это плохо. Я думаю, что достойный сценарий любовный выглядит только так. И вот такая вот история. Ну, явно, что просто так, сложа руки, тихонько в уголку, у стеночки вы не просидите, не простоите в это время, потому что будут чувства, будут желания, будут ваши поступки, куда-то вас судьба на какие-то подвиги, пусть странненькие, но на тему любви позовет, понимаете, да, может, вы поедете даже куда-то в какое-то невероятное путешествие, ну, за любовью, а нужно оно, оправдано или нет, это уже выяснится когда-то потом. Но посмотрите, вот эта дурочка, есть плюс, есть бонус, хоть дурочкой нас обозвали, да, здесь, но зато какая она красивая, посмотрите, роскошная фигура, волосы какие, и вообще все. Она не такая уж она и дура, я хочу сказать. Если женщина себя так хорошо подает и содержит, это все-таки мозги-то есть у нее. Такой вот необыкновенный сценарий. Если нужен портрет, прям вот парень июля, да, парень месяца, то это иерофант. Либо сильно старше вас человек, либо старше вас морально. И в сильной позиции относительно вас, про позиции, слабая, сильная позиция в отношениях. Это очень интересные мои лекции в рубрике «Вопросы-ответы». Посмотрите, если еще не видели. Это человек в сильной позиции, который знает про ваши чувства, но не испытывает похожих. Теперь дом и семья. Быт, родственники для льва. С хороших новостей начинаем. Король Пентаклей. Просто большая крупная денежная карта. А мы разве удивились? Нет. Вам с самого начала деньги, карты обещали. Вот. Одна сплошная денежная удача. Естественно, что и это распространяется на семью. Король Пентаклей – это уверенность в своем финансовом будущем, это крупные покупки, а также эта фигурная карта обозначает она человека, который что? Который вот протягивает вам какую-то денежную сумму, вот этот вот пентакль. Это может быть ваш муж, который приносит
хорошие деньги, может быть, ему зарплату, например, поднимают. Это может быть просто, допустим, даже покупатель для вашей квартиры, который тоже вам деньги вот эти вот хорошие протягивает. Это может быть даже просто практичный прораб, который качественный ремонт вам обеспечит. В общем, смотрите, в семейных, домашних делах вам будет на кого положиться. Есть, знаете, какой-то человек, сравнимый с каменной стеной. Можете ему доверить, как муж на час, да? Можно ему доверить все здесь сделать. Кроме того, опять король. Видите, мужские энергии, одни сплошные мужчины. А вокруг вас дома, по месту жительства. Обратите внимание на мужчин, с которыми вы живете, с которыми делите быт. Теперь уже король кубков. Я думаю, что это может быть тот же самый персонаж, который вдруг очень проявляет много эмоций, подарки от мужчины, какие-то серьезные крупные поступки. А для многих это просто появление мужчины в доме. Вот хотите вы того или нет, появление мужчины в доме. Кто это? Либо ваш муж, капитан дальнего плавания, возвращается, и руки соскучились у него, и вот он резко за ремонт берется, например, ну и деньги привез, поскольку там заработал. Для кого-то это новый мужчина дома, вернее, проживание с мужчиной, то есть знакомство, как оно бывает, когда надо там кормить кого-то и с работы ждать. В общем, все вокруг мужчин, все от мужчин, все про них. Но они хорошие, они не мешают, они любят и деньги дают. То, что надо, да, правда? Кто-то в роли мужа маячит здесь у вас дома, по месту жительства, в роли мужа. И далее снова про любовь, тоже кубки, только это паж кубков. Опять же, это новость. Знаете, здесь можно просто сказать одно слово. Я думаю, для каждого это будет значить что-то свое. Для каждого будет информация. Дома вас ждет любовь. Понимаете, любовь. И это не родственная любовь, которую, я думаю, дай бог, у вас так много, там, дети, родители, родственники и так далее. Это именно любовь мужчины. Поскольку есть паж, я допускаю, что новый мужчина претендует на общую спальню с вами, или на общую кухню, правильнее, наверное, сказать, потому что на спальню-то много претендентов, на кухню нет. Вот. И во всех случаях карты фигурные обозначают вам много новостей, связанных с родственниками. Новости все сплошь хорошие, радостные. Кто-то признается вам в любви прямо дома, кто-то, кто близко с вами, за кем не нужно на край света ходить. Кто-то обеспечивает ваше благополучие, кто-то дарит вам подарки. В общем, вы в окружении понимающих людей дома оказываетесь. Спасибо.